Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим просто удивительный торт «Птичье молоко» по-армянски. Он не похож на классический десерт, к которому мы все привыкли. Состоит из медовых коржей, заварного крема и глянцевой шоколадной глазури. Получается он очень нежным, ароматным и в меру сладким. Торт выходит довольно большой, поэтому смело можно готовить как к семейному чаепитию, так и к торжеству. Изначально необходимо подготовить заварную основу для крема, чтобы она успела остыть. Для нее мне потребуется 700 мл молока, 3 желтка, 150 граммов сахара и 30 граммов кукурузного крахмала. Также его можно заменить на картофельный. Молоко необходимо перелить в сотейник, либо же в кастрюльку с толстым дном. Всыпаю примерно половину сахара от общего количества. Размешаю и отправляю на плиту, чтобы молоко хорошо нагрелось, но не закипело. Тем временем в отдельной миске смешиваю желтки, сахар и крахмал. Хорошо растираю венчиком, чтобы образовалась однородная масса. Она должна выйти вот такая гладкая и без комочков. Маленькими порциями начинаю добавлять горячее молоко и сразу же хорошо перемешиваю венчиком. Необходимо хорошо прогреть яичную массу, чтобы в дальнейшем желтки не свернулись. Добавляю примерно половину от общего количества молока. Яичную массу с частью молока возвращаю в сотейник, слегка перемешаю и отправляю на плиту на средний огонь. При постоянном помешивании венчиком увариваю массу до загустения. По степени нагревания крахмала заварная основа будет становиться более густой. В это время необходимо более интенсивно работать венчиком, хорошо проходиться по донышку и бокам посуды, чтобы ничего не пригорело. После появления первых вот таких воздушных булек на поверхности, провариваю массу еще примерно 1,5 минуты и можно убирать с плиты. И вот такая по консистенции она должна получиться. Перекладываю в отдельную посуду. Чтобы при остывании на поверхности не образовалась корочка, накрываю в плотный контакт пищевой пленкой и оставляю остыть до комнатной температуры. Перехожу к приготовлению теста для коржей. Для первого этапа мне потребуется 120 граммов меда, 30 граммов сливочного масла и 1/4 чайной ложки соды. Мед перекладываю в сотейник, либо же в кастрюльку с толстым дном. Добавляю соду и отправляю на плиту на минимальный огонь. И при постоянном помешивании довожу массу до красивого янтарного оттенка. По степени нагревания сода вступит в реакцию с медом, и масса начнет активно пениться. Интенсивно перемешивайте венчиком, чтобы ничего не пригорело. Вот такого красивого карамельного оттенка должна получиться масса. Убираю с плиты. Добавляю 30 граммов сливочного масла. Хорошо размешиваю, чтобы масло полностью соединилось с медом. Готово. Для удобства массу переливаю в отдельную тарелку и пока отставлю в сторону. Перехожу к следующему этапу. В глубокую миску отправляю 3 яйца. Я брала средние весом 50-54 грамма. Сахар, 1/4 чайной ложки соли, 2 столовых ложки молока и 60 граммов сливочного масла. Теперь это все отправляю на водяную баню. При постоянном помешивании хорошо прогреваю массу и дожидаюсь, чтобы сахар и масло полностью растворились. Когда все ингредиенты хорошо соединились между собой, можно добавлять медовую массу. Хорошо перемешиваю и держу на водяной бане еще примерно 2-3 минуты. Вот такого красивого оттенка получается масса, можно убирать с плиты. Жидкие ингредиенты оставляю немного остыть, буквально на 10 минут. В слегка остывшую массу добавляю 1 чайную ложку соды без горки и хорошо перемешиваю. Всыпаю муку, изначально немного больше половины от общего количества. Замешиваю тесто. Тесто в себя вобрало всю муку, но по-прежнему остается вот таким довольно мягким. На рабочую поверхность высыпаю примерно 60-70 граммов муки и выкладываю тесто.
и продолжаю замес до нужной консистенции. Вот такое очень нежное у вас должно получиться тесто. Оно слегка будет прилипать к рукам, но подсыпать муки больше не стоит. Так как у меня будет 3 больших коржа, мне необходимо этот кусочек теста разделить на 3 равные части, чтобы все коржи были одинаковыми. Вес теста 930 граммов. Разделяю на 3 части весом по 310 граммов. Чтобы тесто не так прилипало к рукам, припыляю его мукой. Вот такие кусочки получаются, подкатываю их в колобки и откладываю в сторону на поверхность, подпыленную мукой. Чтобы тесто не заветривалось, накрываю его пищевой пленкой. Можно приступать к раскатке коржей. Хорошо подпыляю рабочую поверхность мукой. Мне необходимо раскатать тесто размером 30 на 40 сантиметров. Если в процессе вы заметили, что тесто начинает прихватываться к столу, приподнимайте его и подпыляйте рабочую поверхность мукой. Периодически тесто подравниваю кондитерским шпателем. Готово. И теперь его необходимо аккуратно перенести на противень, так как тесто очень нежное. Поэтому беру скалку и аккуратно накручиваю тесто на скалку. И вот так переношу. Готово. Как видите, это совсем не сложно. Обязательно накалываю корж вилкой. Отправляю выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 6-7 минут. Коржи пекутся очень быстро, поэтому без присмотра их надолго не оставляйте. Первый корж готов. Он отлично отходит от пергамента. И пока он теплый, я слегка подровняю его края кондитерским шпателем. Убираю в сторону остывать и таким же образом допекаю остальные коржи. Коржи для торта готовы. Линейкой вымерила их длину и разделяю на 2 равные части. И всего получается 6 прекрасных коржей для торта. Откладываю их в сторону и доделаю крем. Беру 250 граммов размягченного сливочного масла, желательно жирностью 82%. Добавляю несколько капель ванилина. Взбиваю миксером на высоких оборотах, чтобы масло побелело и стало пышным. Периодически останавливаю работу миксера и зачищаю стенки посуды, чтобы масло взбивалось равномерно. Вот такое пышное и воздушное должно получиться масло. И хочу вам показать, как застыла заварная основа. Посмотрите. Не останавливая работу миксера, начинаю добавлять заварную основу к маслу. Делаю это по 1 столовой ложке. Следующую порцию ввожу, когда предыдущая полностью соединилась с маслом. Миксером работаю на средних оборотах. И масло и заварная основа должны быть обязательно примерно одной температуры. После того, как добавили всю заварную основу, взбиваю крем буквально еще 1,5-2 минуты. Крем готов, можно приступать к сборке торта. На каждый корж выкладываю крем, примерно 2,5-3 столовых ложки. Равномерно распределяю. Таким образом собираю весь торт. Остатками крема закрываю бока торта. Верхушку не трогаю, ее я буду заливать шоколадной глазурью. И чтобы торт не заветрился, я его затяну пищевой пленкой. Торт практически готов, теперь ему необходимо хорошо пропитаться и стабилизироваться. Поэтому отправляю в холодильник примерно на 5-6 часов. Лучше, конечно, оставить на ночь. Мой торт простоял в холодильнике целую ночь, и перед тем, как его доставать, я подготовлю глазурь для его покрытия. Для нее мне потребуется 3 столовых ложки какао, это около 30 граммов, 75 граммов сахара, вода, 1 столовая ложка растительного масла без запаха и 1 столовая ложка коньяка. Если вы не используете алкоголь в своих кондитерских изделиях, возьмите просто кондитерский ароматизатор. В сотейнике смешиваю какао, сахар и 7 столовых ложек воды. Хорошо размешиваю венчиком и отправляю на плиту на средний огонь. При постоянном помешивании провариваю до появления первых пузырьков.
Добавляю 1 столовую ложку растительного масла без запаха и несколько капель ароматизатора коньяк. Хорошо перемешаю и провариваю примерно 1-2 минуты, после чего убираю с плиты. Чтобы глазурь быстрее остыла, перекладываю ее в отдельную посуду. Вот такая густая она должна получиться. И оставляю остыть примерно до комнатной температуры. По мере остывания глазурь будет становиться более густой. У меня глазурь остыла примерно до 36-37 градусов. Она остается такой приятно теплой. Выливаю всю глазурь на поверхность торта. И аккуратно палеткой распределяю по всей поверхности. Теперь необходимо, чтобы глазурь немного застыла. Отправляю торт в холодильник примерно на 30-40 минут. Чтобы разрез получился ровный и красивый, торт необходимо разделить на 2 равные части. Дальше убираю уголок и разрезаю на равные кусочки. Перед каждым новым разрезом я вытираю нож салфеткой, чтобы не размазывалась глазурь. И вот такой потрясающий торт вышел в разрезе. Он отлично стабилизировался и пропитался. Получился нежный, ароматный и, конечно же, очень вкусный. Торт выходит довольно большой, поэтому отлично подойдет как к семейному чаепитию, так и к торжеству. Поэтому обязательно попробуйте приготовить этот бесподобный десерт. И, конечно же, не забывайте делиться вашими результатами в комментариях. Для меня это очень важно. Ну а я вам желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем удачи, всем пока!